водители, будьте внимательны на дорогах. Пробки в Москве 4. Надеюсь, у всех хорошее настроение. И с вами снова я, Елена Ракши. Мы продолжаем самый замечательный и хороший в мире день. Давай за ним! Бро, пошел! Давай, давай, прижимаем! Водитель автомобиля 765, остановитесь! Водитель автомобиля 765, прижмитесь к обочине! Давай, давай, уходим! Что он стал-то? Пошел! Папа. Тут еще один! Ну чё? Готов. 23:15. Автомобиль задержан. Водитель ушел. Женщина. Привет. Здравия желаю. Привет. Привет. Видел, кого тебе в пару прислали? Этого качка? Всего месяц работаешь, а так везет. Удачи. Не понял. Здрасте. Утреннее напряжение снимаете? Что? Ничего, сочувствую. Ой, нет, это не то, что вы подумали, это совершенно случайно. Привет. Здрасте. Лейтенант Шуваева? Так точно. Зайдите ко мне. В прошлом году я участвовала в конкурсе «Мисс Полиция», и главным призом была фотосессия, так что… Ну, это ваша проблема.
А что вы еще умеете, кроме того, как позировать в бикини? Могу замолвить пару слов, если кто-то мечтает сниматься голой. Знаете, какое это удовольствие войти в каждый дом нашей необъятной родины в виде постера на дверях туалета? Извините. Вы не представляете, как мне достала эта ситуация. Еще этот ваш Олег? Олег. Мы еще не успели с ним познакомиться, а он уже пялится на меня в журнале. Уже, да, вам нелегко придется. Хотите сказать, что Олег маньяк? Нет, Олег подарок пока. Но в нашем отделе есть и другие сотрудники. Что у тебя с Анной? В смысле, что у меня с Анной? Мы с Анной расследуем зловещие всякие преступления. Давай без идиотства. Надя сказала, ты с ней целовался. Ой, видел бы ты этот поцелуй. Ты знаешь, Анна для меня как дочь. Ее отец умер, и я обещал… Да, я знаю, ты должен был сказать эти слова. Береги сосудики. Какого черта ты с ней целовался? У меня есть 245 причин целовать женщин. Первая… Ладно, я понимаю, что ни одна из них тебя не удовлетворит. Да. Слушай. Он здесь. Сейчас уезжает. Ну и что меня спасло от праведной отцовской ревности? Убийство. Ну, как говорит она, поехали. Я вас поняла, спасибо большое. Вы можете быть свободны. До свидания. За рулем была женщина, примерно 1,70 м ростом, лет 30, темно-русые волосы. Дамочка бросила свою разбитую машину вместе со своим мужчиной. Что, так надеялась скрыться? Вполне блондинистое поведение. Больше ничего полицейские не разглядели. Как они могли не разглядеть? Она же убегала от них. Ну, предположим, с этого ракурса они могли не разглядеть грудь. Но на талию и объем бедер они не могли не обратить внимания. Криминалистику интересуют не эти параметры. Криминалистику, да, как науку, но живых криминалистов эти в первую очередь. Да, Анна Николаевна была права. Олег, это просто подарок. Позвольте ручку. Начальствующая должность тебе не идет, ты стала чаще опаздывать. Я была на совещании, это часть моей работы. Здрасте, Анна Николаевна. Вячеслав Антонов, 30 лет. Смерть в результате удушения. В момент аварии уже часа как 2 был мертв. Я навозила все утро в своей машине его мертвое тело. Звучит как готическая баллада. Это не ее машина, а его. Если это не ее машина, это же не баллада, а умышленное преступление. Да, в особенности, если это и мужик не ее. У убитого обнаружили телефон. И последний звонок, который он совершил, был вчера вечером. Вот на этот номер. С точки зрения драматургии, последний звонок перед смертью – это очень важно. Закажи распечатку звонков, последних звонков на этот телефон с владельцами абонента и их регистрацию. Само собой. Если бы она убила Антонова в его машине или в его квартире, она бы просто уничтожила улики и сбежала. Но она куда-то везет тело. Неправильный ответ. Никуда, а откуда? Спасибо за помощь зала. Обращайтесь, если что. Она везет оттуда, где уничтожение улик не имеет значения. Еще один раз помощь зала. Это место называется дом. Может быть, это место называется работа. Осталось только узнать одно, где иномарка провела ночь. А у Антонова в машине, кажется, есть GPS-навигатор. Можно снять данные. Не сложновато для тебя техника? Я проконтролирую. Извините. Спасибо. Абсолютно логично. Тебе не кажется, что у нас в отделе намечается служебный роман? Ох уж эта молодежь. Я слиняю, но ненадолго. Если я спрошу, куда, ты соврешь. И возникнет неловкость, которая совсем не нужна в наших и без того непростых отношениях. А блондинку ты сама найдешь за 2 часа.
Буквально через пару часов. Вам кого, молодой человек? А вы не могли бы позвать Елену Полонскую? Ну, сюда нельзя посторонним. Она не посторонняя, она меня с того света когда-то достала. Это очень сближает. Вы вообще в курсе, чем мы тут занимаемся? У нас тут не посторонних, таких как вы, по 10 человек в день. Лен, к тебе тут какой-то пижон непосторонний. И все тот же парфюм. Собирайся с вещами. Давай еще раз сначала. Во сколько он ушел? Около 6. 8, как обычно. Выхожу на работу. Его машина перед подъездом. Машина открыта, он мертвый. Я не понимаю, почему ты сразу не позвала полицию? Потому что его задушили. Да, его задушили. Я подумала, что если его обнаружат здесь, подумают, что это я. Решила отогнать машину поближе к его дому. Могла бы его в багажник уложить, что ли? Как ты себе это представляешь? Да, прости. Ты мне сдашь? Зачем? Тебя все равно вычислят. Через 2-3 часа максимум. Уже вычислили. Теперь я обязан тебя задержать. Руки вверх. Здесь есть запасной выход? Профессионал высшего класса и второй год подряд признает лучшей в округе. Она замужем? Нет, но если она поманит пальцами, я знаю человек 10, кто сразу откликнется. Скажите, а чем Елена Владимировна занимается в свободное от работы время? Наша работа – это сплошной стресс. И каждый его снимает как может. Кто-то просто напивается, кто-то выбирает экстремальный спорт, кто-то этот стресс заедает, а кто-то предпочитает случайные связи. А как снимает стресс Елена Владимировна? А вот это уж не мое дело. Значит, случайные связи. А у тебя есть где спрятаться, пока я разберусь со всей этой кашей? Нет, места нет. Есть подруга. У нее есть дача. Надежная подруга. Вообще, надежная подруга – это абстракция. Надежная подруга – это когда знаешь о ней что-то такое, что… Ты знаешь о ней что-нибудь такое, что… Компромат как гарант дружбы. Интересна у тебя жизнь. Спасибо большое. Всего Всего доброго. доброго. Да. Вы Лену искали? Да. Она минут 20 назад ушла. Вы уверены? Ну да, за ней зашел какой-то мужчина, и они вместе ушли. Как выглядел этот мужчина? Среднего роста, темной шапке, темных очках, со шрамом на щеке. Похож на какого-то голливудского актера, не помню, как его зовут, который еще играл шпиона в казино. Спасибо за информацию. Я хочу вас попросить. Вот это мой телефон и адрес следственного отдела. После смены зайдите ко мне, пожалуйста, под протокол. Дайте показания. Хорошо. Я Спасибо. постараюсь, да. До свидания. До свидания. Ну что, ищем Дэниела Крейга, только более потрепанного. Вот ключи от квартиры. Вот этот ключ от верхнего замка. Вставлять его надо вот так вот. От нижнего. Его можно вставлять как угодно, он неприхотливый. А ты? А я поеду тебя спасать, или ты в тюрьму хочешь? И долго мне у тебя сидеть? Ты можешь пойти в спальню и немного там полежать.
Я помню. А ты не ответил? Я еще не понимаю, можно тебе верить или нет. И если ты поймешь, что не веришь, то... Ну, как говорят французы, ты в ответе за тех, кого привез на хату. Николаич, а что там лежит? Посмотри. Я ничего не слышала. Ага, А что понял. случилось? Быстро вы. По навигатору в машине определили примерный адрес. Показали фотографию полицейским, они ее познали. Какие выводы? Смотри. А? Впечатляет? Способный парень. Обычно таких в постелях не убивают. Он тем шарфом, она его и задушила. На нем полно следов слюны и спермы. Сравним с его ДНК и все. Уверен, что совпадут? Уверен? Думаю, девушка сама во всем признается. Тут полно отпечатков его пальцев, совсем свежие. А это что такое? Ну, она врач-реаниматолог. Принесла с работы списанный инструмент. Зачем? У меня дед-фрезеровщик всю жизнь какие-то инструменты с работы таскает домой. Твой дед этим инструментом дом ремонтировал. А это оборудование пригодно только для того, чтобы человек с того света доставать. Хорошо, твои варианты. Не убивала она его? Ну вот, пятая ее машина. А где стояла та, на которой она приехала? Ну, не знаю, где-то здесь. Слушай, удивительное дело. Вместо того, чтобы положить перед противником известную комбинацию, вы играете в угадайку. У вас стиль, что ли, такой? Профессия такая. Все версии надо проверять. Ну, давай. И вот, по-твоему, она мужика на себе несла до подъезда или волокла по асфальту? Могла подогнать машину. Считаем дальше. Ну, 5 метров до подъезда. Еще 5 метров до лифта. Потом нужно было ей посадить мужика было в машину. И это 8 часов утра в рабочий день. И при этом она врач. Она не бетонщица и не тяжелоатлет. Логично. Ты прав. Естественно. Ей кто-то помог. Ты кого подозреваешь? Это надо думать. Подожди, я правильно тебя поняла, что кто-то, скорее всего, мужчина, помогал Елене замести следы после убийства? Потому что она сама бы незаметно не смогла бы донести тело до машины. А потом какой-то мужчина забирал ее из больницы. Не слишком ли у нее много помощников? А это мог быть один и тот же человек. Роман Витальевич, вы согласны с этим бредом? Между прочим, эта версия как раз нашего Фрейда. Но я тут заново все проанализировал и подумал, что довольно проблематично было бы спустить мертвое тело и усадить его в машину. А что, если он сам своими ногами вышел от нее, а она утром в 8 часов спустилась вниз и обнаружила его уже мертвым в машине, задушенным? То есть вы хотите сказать, что Антонова убил вообще кто-то другой? Не-не-не. Шар был в ее квартире. Но его могли задушить другим шарфом. Его ж могли вообще задушить чем угодно. Вот. Заключение эксперта. Пожалуйста. Слюна и сперма на шарфе Антонова. На щетине Антонова следы волосики именно этого шарфа. То есть, получается, Антонова задушили этим шарфом именно в этой квартире. Все. Я проголодалась. Пойду в столовую. Присоединяйтесь. А где журнал? Показывай. Вот это! Я весь горю. Жизнь убитого делится на две половины. В одной он таможенник, Вполне мог кому-нибудь на хвост наступить. а в другой занимается дайвингом. Его покусала акула, а мы даже не заметили. Нахальный цинизм – это мой способ общения. Игнорировать улики тоже? Слушай, а ты всегда ходишь в форме?
А мы перешли на «ты»? Разумеется. Я же тебя видел почти голый. Какой к черту политес? Интересно, а в этом здании есть хоть один человек, который не видел меня почти голой? Вы видели меня голой? Я? Нет? Ну что ж, у вас есть шанс, вот молодые люди вам помогут. Обиделась. Разозлилась. Она всегда ходит в форме? Девушке нравится ее работа, она ей гордится. Что в этом плохого? Это если рассматривать как доказательство. А если рассматривать как мотив, то она спит и видит, что при упоминании ее имени ты прежде всего представляешь звездочки, вот эти лацканы, дурацкий галстук, а поверх всего профессиональный суровый взгляд, а не то, что ты в журнале утром разглядывал. Это был не мой журнал. Алло. Да, иду. Слушай, съешь сладенько, я уже заплатил. Привет. Привет. Ребята в столовой уже кушают десерт. На все про все. У нас с тобой 10 минут. Иди ко мне. Сделай ручки вот так и закрой глаза. Меня это очень интригует. Очки у тебя есть? Да. Да-да-да. Нет, в другом, выше, в пиджаке. Сейчас пойдешь со мной в кабинет. Ага. Я покажу тебе кое-что интересное. В 10 минут уложимся. Это он? Да, это он. Он всегда такой? Я сам еще не привык. Зачем к этому привыкать? Ну, потому что это практически всегда оказывается оправданным. Он здесь местный Шерлок? Фрейд. Он Фрейд. Ну, тогда можно предположить, что в его словах есть доля истины. Это был не мой журнал. Я даже не знаю, что там находится. Мне дал вот дежурный. Понимаю. Только я сейчас не о журнале, а о работе, если ты не против. Нет, не против. Негодяй. Это понятно. Грязный и мерзкий. Это неправда. Я пижон чистюля. Хуже тебя людей не существует. Калигула Адольф Гитлер, братец кролика североамериканского фольклора. Тот еще фрукт, если глубже копать. Ловить преступников – это моя работа. И если мои подчиненные похищают у меня их из-под носа, это уже знаешь, как называется? Знаешь, ты обо всем догадалась еще на месте аварии. Ни о чем я не догадалась. Догадалась. Ты знала, куда я пошел. Я не знала. Я не предполагала, что ты украдешь ее и будешь прятать. Где она? Кто? Так, поехали. Куда? Поехали, где она? Эй, слушай, сними наручники. Мне пальто надеть надо, там холодно, я замерзну. То есть ты предлагаешь поискать, кому мертвый Антонов был бы интереснее, чем живой? Да. Ну что ж, на таможню мы уже не успеваем. Оставим это до завтра. А Даев в центре работает по вечерам, так что можем заскочить туда. Зефирку. На выход. Добрый вечер. Здрасте. Всем спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Где ключи? Анна, так нельзя. Я обещал ей разобраться. Я уже разобралась. Ты укрываешь убийцу. Если ты будешь укрывать каждую, с кем у тебя был незабываемый секс, то знаешь... Вот, а ты говоришь, что ничего не поняла. Антонов совсем недавно начал, но уже тусуется с Кобернюком. А кто такой Кобернюк? Технодайвер. Ныряет до сотни метров. Все знает, все умеет. Но его сегодня что-то нет. А чем технодайверы занимаются на глубине 100 метров?
кто нервы щекотит, а кто клады ищет. Антонов тоже клад ищет? Нет, его пока с собой не берут. Пусть сначала на мастера сдаст. Это сложно? Приходите, если готовы платить. Я за полгода натаскаю. Хорошо, я подумаю. Спасибо. Подожди, получается, я ее сдал. Только ради тебя я скажу ей, что применяла пытки. Это не шутки. Тебе виднее. Ключи. Я их забыл в управлении. Ключи. А, да, в другом кармане. Она мне доверилась. Я тебе тоже доверилась. Господи, ты существуешь. Только не для тебя. Завтра я тебе это докажу. Где она? Какой же ты. Она не убийца. Ты ясновидящий? Или собрал новые улики? Она гейша, специалист хай-класса. Это намного хуже, чем просто проститутка. Мне холодно. Давно ее знаешь? Несколько лет. Как познакомились? Случайно. Кого это несет в такое время? Понятия не имею. Мне обычно звонят. Мои друзья тоже не шляются по ночам. Тогда это может быть только один человек. Двое. Ты не представляешь, как это приятно иметь старого друга, у которого всегда под руками есть полный комплект ключей от наручников. Ты не отвлекайся. Значит, говоришь, она тебя от смерти спасла? Ну да. Она реаниматолог. Я как-то в Колумбии рыбачил, и меня ядовитая дрянь какая-то укусила. Месяц без сознания валялся. А эта Елена вообще каким боком там оказалась? Какая-то международная гуманитарная миссия, и госпиталь неподалеку стоял. Она меня выходила. И ты остался перед ней в неоплатном долгу? Да. Вот сейчас я его хочу оплатить. Все, оплатил. Посидишь за нее. Слава, как ты не понимаешь? Если бы она кого-нибудь задушила, она никогда бы не дала ему умереть. Иногда твои речи невозможно понять. Их можно только постичь со временем. Скажи проще. Она просто дура. А у тебя есть какая-нибудь другая история, кроме этой амазонской баллады? Есть. Слушаю. Потом расскажу. Понятно. Теперь ты понимаешь, почему этот разговор не мог подождать до утра? Думаешь, я должна такое терпеть? Как начальник, ты, конечно, должна подать рапорт, но ваши отношения… Знаете, какие отношения? Поцеловались один раз. А потом этот поцелуй для Фрейда, по-моему, ничего не значил. Для Фрейда все что-то значит. А по нему не скажешь. Вот поэтому он и такой, чтобы никто ничего не мог сказать. Всегда был таким? Наверное, когда Славку встретил. Черт! Тогда погибли 2 человека, а Фрейд во всем обвинил себя. Действительно был виноват? Думаю, нет. Ты лучше скажи, что у него там с этой женщиной.
Ну да. Глупый вопрос. Пей кофе. В эфире 24 часа музыки и все для вашего хорошего. Вчера все доказательства были против Полонского. А сегодня она вне подозрений? Нет, она остается главной подозреваемой. Но появились другие обстоятельства. И чем же он тебя так убедил? Ну, это же Фрейд постарался. Полонская душила Антонова не с целью убить. И если враги Антонова знали это, они могли воспользоваться ситуацией. Александр Кобернюк возит керамику из Испании. Ручная работа, роспись, имитация под старину. И все его грузы проходят таможню во время смены Антонова. Совпадение? 8 раз из 8 за 5 месяцев смешно. Ну, с другой стороны, вот ты стала бы убивать за глиняную подделку? Я нет. Но если Антонов узнал про них что-то, что ему знать нельзя… Значит, и нам нужно узнать о них что-то, что нам знать нельзя. Аутоасфиксиофилия – особое состояние психофизиологии человека, при котором он испытывает яркое сексуальное удовлетворение, погружаясь в состояние гипоксии. Так, Басе не надо, давай сразу к морали. Ну, мозги думают, что они умирают, и чтобы мобилизовать жизнедеятельность, они выбрасывают в кровь эндорфины. Причем тут наши подозреваемые? Но она занималась с клиентами сексом. Проститутка? Ну, не совсем. Она доводит их до состояния близкого к смерти, и этим вызывает длительные сексуальные экстазы. Как увлекательно вы все это объяснили. Хотите квалифицировать как убийство по неосторожности? Ну, заигралась, не смогла вывести клиента из гипоксии. Днем Полонская врач-реаниматолог. Многостаночница? Так, смотрите, 2 дня назад пришел новый груз из Испании на имя Кобернюка. Груз растаможен? Пока нет. Ну, поехали на экскурсию. А что мы будем там искать? За что убить можно? Симпатично. Мне тоже нравится. Это на винтаж. Ой. Но это не то, за что можно убить. Тогда нужно искать то, за что можно. А будьте любезны, вот вашу эту штучечку красную. Ты что творишь? Поддельную керамику лепили из глины с настоящими старинными монетами. И где Кобернюк брал все это? Дайверы. Где-нибудь нашли остатки корабля, в Испании их полно, до сих пор находят. Да, они втайне от местных властей подняли с него ценности и теперь переправляют сюда и продают знатокам. Нет зверя страшнее коллекционера. За какой-нибудь окурок, обслюнявленный знаменитостью, они могут легко завалить. То есть Кобернюк и Антонов нашли друг друга, и канал переправки антиквариата через границу заработал в полную силу. Но Антонов пожадничал, и Кобернюк… Его сердце не выдержало подобного вероломства. Чье сердце не дает покоя на этот раз? Антонова, и его мог убить кто-нибудь из друзей. Фамилия друга. Кобернюк, Виктор. Опоздали. Тело Кобернюка найдено полчаса назад возле Дворца спорта. Посмотри. Его убили, скорее всего, чем-то мягким. Что-то вроде шарфа, да? Угу. Он что, просто вот так позволил себя задушить? Когда тебе удавку набрасывают на шею, то сразу прижимается сонная артерия. Практически тут же теряешь сознание. Он позволил накинуть себе удавку на шею. Значит, он знал того, кто сидел с ним рядом в машине? Браво! А если попробовать взглянуть на эту ситуацию непредвзято? Ну, вряд ли один мужчина сядет другому в машину, чтобы повязать ему на шее шарф. Ой, сейчас мужчины такие разные. Антонова и Кобернюка связывал не вполне понятный бизнес, зато вполне понятный способ убийства. Что из этого следует? Из этого следует, что меня окружает стена холодного недоверия. Пойдем со мной. Пойдем, пойдем.
Если Елена убила Антонова случайно, задушила, позвонила Кобернюку, если, конечно, была с ним знакома. Он помог ей отнести тело в машину. Тогда все ясно, она убирает Кобернюка, чтобы он ее не сдал. Делать ей больше нечего. Ее все ищут, она отправляется заметать следы с помощью убийства. Нет, в покере такое случается. Они переставляют блеф, а к ним приходит all-in. И они даже по шансам отвечают, но это всегда кончается плохо. Поражением? Да. Если Елена не убивала Антонова, значит, и Кобернюка и убивать незачем. Вот что я и хотел до тебя довести. Тогда еще один вопрос. Ты бы убил, если бы твое убийство доказывало полную непричастность и к этому убийству, и к предыдущему? Стоп. Ты обращаешься с логикой, как с бумагой. Ты себя послушай. Ты сразу снимаешь вину с человека. И по твоей логике получается, что Елена у тебя всегда будет невиновна. А вот сейчас ты все выворачиваешь наизнанку. Слушай, горе от ума. Хватит выгораживать свою гейшу. У нас сейчас убийство Кобернюка выглядит как устранение свидетелей. Это единственное, что у нас есть, единственная зацепка. Свидетели чего? Если бы ты не отпустил эту хай-классницу, задала бы ей этот вопрос. И получила бы ответ. А сейчас я бегаю 2 дня, как бешеная, по городу, за этими людьми, которые дурачат нас по твоей милости. Пойдем. Да. Она здесь бывает? Ни разу не видел. А что он натворил? Мы подозреваем Елену Полонскую в убийстве Антонова. А, так это Елена. Так вы знаете ее или нет? Не знаю, но наслышан. Славка Антонов с кавером рассказывали. Это еще ничего не значит. Так это она Славку. Она его задушила. Так Славка сам виноват. В чем? Он первый начал. На день рождения Славка подарил Каберу прыжок с парашютом. Так его ненавидел? Кабер заводной, а он Славке подарил на день рождения ночь с проституткой, заточенной под экстремальный секс. Представляете, что это такое? Частично. Вот это она. Славка у нее потом втихаря рассказывал. Аж захлебывался. День рождения у нее был месяц назад. Я думал, они только раз встретились. А у них, видать, завертелось. Извините. Алло. Влюбилась твоя гейша в юношу. Гейш, это профессионалы, им влюбляться нельзя, они могут потерять клиента. Значит, я права, она влюбилась. Все, пошли. Нина! Нина! А вы что здесь делаете? Я хочу здесь найти свою Атлантиду, а вы? А, так вы теперь историк. Я биограф. И я очень интересуюсь некоторыми деталями. Это потом. Всю жизнь мечтал работать следователем. А меня после юрфака направили в аналитический отдел. 3 года ждал, пока переведут сюда. Что, физподготовку сдать не мог? Отжимания не потянул? А меня освободили от отжиманий. Красный диплом МГУ. А ты, видимо, отжималась. Не повезло. Так ты из-за Нинки вспомнил? А ты ее знаешь? Она знакома с Антоновым и Кобернюком. Нинка со Славкой Антоновым неделю назад расстались. Ты кто вообще? Историк. Это как же я сразу не догадалась,
что ты у нас, оказывается, слишком умный для нашей работы. А ты слишком красивая. Не тяжело? Не мешает? Мешает. Поэтому, если надумаешь влюбиться, найди себе какой-нибудь другой объект. Я тетка грубая, с плохими манерами, материться люблю. Да ты что? И что, такие побеждают в конкурсах красоты? В наше время, в нашей среде обитания, только такие и побеждают. Ну что, недремлющее око карающего правосудия, Нину видели? А это что, была она? Прозевали. Вот это было большой ошибкой назначать в дозор разнополых. Вы хоть предохранялись? Так, она уехала 5 минут назад. Куда она уехала? Туда. Нина все связывает. Она работает с Еленой, знакома со всеми дайверами. Как минимум знает, что произошло. А как максимум? Если она узнала, что Антонов ушел от нее ради Елены, она вполне могла впасть в бешенство. Тилт по-нашему называется. Это когда выбираешь себе цель и следуешь к ней, ничего не замечая на своем пути. Так это мотив отомстить ему? Да, и убить Кибернюка, он же их свел. Хорошо, давай сначала допросим ее. Не, давай завтра. Я вторые сутки не могу добраться до кровати. Нина Григорьева после бассейна дома не появлялась. Фрейд. Я слышал. Спасибо. Алло? Это какая подруга? Ты ее видел. Она зовет тебя Дэниел Крейгом. Уходи. Уходи немедленно оттуда. Что? Тут плохая связь. Алло? Оператор, если вы не наладите сейчас связь, я вас засужу за соучастие в убийстве. Поселок Витага по Старой Рязанке. Это 123 километр. Если Нина приедет первой, она уберет Елену и все свалит на нее. Она уже полчаса в пути. Хорошо там дороги, дрянь. Ты как здесь оказался? Один местный мне показал короткую дорогу. А Ленка где? Соседей. Она съела все имеющееся в доме успокоительное. Сейчас я совершу непозволительную для любого негодяя ошибку, длинный монолог. Но очень уж хочется. Да, и положи в сторону свой дурацкий шприц. Присаживайся. Кабер сказал, что хочет попробовать что-то экстремальное. Я сказала, есть знакомая, которая может удивить в постели. А он ее Славке подсунул. А Славка запал. А ты как узнала? Да он мне сам рассказал. Рассказал и к ней поехал. Я всю ночь под ее окнами провела, а когда он сел в машину, к нему села. Он сначала думал, что все шуточки, а потом потерял сознание. А Кабернюк? Кабер сразу все понял. Если бы ты не вмешался, она бы уже сидела. И зло бы было наказано. Ну какая она зло. Ну а кто еще? Секс-машина бесчувственная. Ну, не такая уж она была и бесчувственная. И потом она же людей спасала. Да и там она была как машина. Ты же сам понял, что она вообще никого убить не может. Она просто не бывает в том состоянии, чтобы убить. А я нормальная, и меня это все достало. Вот я и придушила их обоих.
И ее б не пожалела. Знаешь, о чем я мечтаю с первого мгновения нашей встречи? Арестовать меня. Да. Руки на стол. Гражданка Григорьева, вы задержаны по подозрению в убийстве Александра Кабернюка и Вячеслава Антонова. Время задержания ровно 0 часов 40 минут. Встаем, уходим. Варенье понравилось? Да, спасибо. Сахара много. Выходим. Ты доел? Ты не поверишь. Кажется, я только что сам себе мат поставил. Секс для нее удовольствие, деньги, может быть, счастье. Тогда зачем она работает? Профессия врача приносит ей самоуважение. Каждому хочется считать себя социально значимым. Даже мне. Самоуважение для мужика – это семья. Иногда после твоих слов хочется отдать честь. Надя сегодня празднует день рождения. Анна будет. Придешь? Поздравь юбиляршу. Приду обязательно, если я не погибну. А если погибну, то извини за меня перед девочками. Ты знаешь, до мужика с башкой рано или поздно доходит, что все его женщины, сколько бы их ни было, это одна женщина, ради которой стоит меняться. Знаю, знаю. Все огни огонь. У тебя есть такая? Я надеюсь. Тогда в чем дело? Не получается. И я без башки. Понятно.